Вот. Точно так зашнурую я этот ботиночек, кроссовок или кет, как его назвать. И все. И он как бы готов, и будем дальше вязать тело. Вставляете просто иголочку в иголку ниточку и просто пропускаете, как вы как бы хотите видеть шнуровку ботинка вашего. Вот, и все. Примерно я так вот делаю. Вот у меня вот зашнурован. Кроссовок будет именно так. Если можете, просто полосочками делайте. Ну, в общем, смотрите, как вы хотите зашнуровать. И все. Итак, связали оба ботинка. На одном у нас ниточка остается. Значит, смотрите, нам надо, чтобы хотя бы немножко, чуть-чуть сбоку более или менее выглядел наш первый ряд. Поэтому я немножко распущу, наверное, где-то 2 столбика. Здесь положу маркер. Берем маркер. И вяжу я, значит, таким образом. Ставлю я ботиночки так, чтобы они немножко косолапили. То есть не ровно, не так, а именно чтобы чуть-чуть косолапили, да. И нахожу то место, где я буду присоединять 2 ножки. Вот. Нашла. И довязываю до этого момента столбики с накидом. Значит, у меня здесь надо довязать. 1, 2, 3, 4 столбика. Довязываю я 4 столбика. И набираю цепочку из 12 воздушных петель. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. И вкалываю я. Значит, на второй ножке привязываюсь к тому месту, где я наметила себе. Вот. Вот примерно вот так вот должно выглядеть. Немного косолапят ножки. Вот. И провязываем дальше. Вяжем столбиками без накида. По ножке провязали 12 столбиков. По воздушной петле 12 столбиков. Провязали до маркера. Сколько-то там у нас остается столбиков. Должно быть 8. Но мы проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем 8. И встречаемся в следующем ряду. Дальше вяжите пока самостоятельно. Так, провязали до маркера. Значит, 12 столбиков по ноге, 12 столбиков по воздушной петле за одну долечку петли воздушной и 8 столбиков до маркера. Первый ряд. Второй ряд вяжем 4 столбика по ноге, 12 столбиков по воздушной петле за эти долечки петли, да, второй половинки. И по кругу дальше мы провяжем до маркера 32 столбика должно быть. И в итоге у нас вот этот вот ряд по кругу должен получиться 48 столбиков. Провязали ряд и должно получиться 48 столбиков в ряду. Значит, смотрите внимательно, главное, смотрите, чтобы там, где у нас воздушные петли, не потеряйте на ноге петелечку. Внимательно считайте, смотрите, чтобы все столбики захватили. В общем, 48 должно быть в ряду. Дальше третий ряд вяжем. Вяжем третий ряд. 3 столбика без накида. Делаем прибавку.
Дальше вяжем 12 столбиков без изменений по воздушной петле, по воздушной цепочке, вернее, которая у нас тут 12 столбиков. Сейчас мы их вяжем без изменения. Затем вяжем 3 столбика и прибавка 3. Прибавка. Повторим 3 раза. Это первый раз. Еще 2 раза провяжем 3 столбика и прибавка. Дальше вяжем 12 столбиков без изменения. И вяжем дальше 3 столбика и прибавка. По ноге вяжем 3 раза. 2 раза вернее, потому что первый раз мы прибавку уже сделали. 1, 2, 3 прибавка. Это раз. И 1, 2, 3. И в последний столбик прибавка. Так мы провязали 3-й ряд. В этом ряду у нас 54 столбика. Теперь с 4 по 13 ряд мы провяжем без изменения эти 54 столбика в ряду, которые получились. С 3 по 13 ряд вяжем без изменений. Дальше у нас 14 ряд. В 14 ряду мы провязываем 25 столбиков и делаем убавку. И это у нас повторится 2 раза. Провязываем 25 столбиков, убавка, 25 столбиков, убавка. И в ряду останется 52 столбика. В 15 ряду мы вяжем без изменений 52 столбика. Провязали 15 ряд, теперь мы меняем ниточку на ниточку белую, которую выбрали для себя цвет кофточки. Смотрите, кто какой выбрал, кто белый, может кто-то какой-то другой цвет выбрал. И я, значит, ряд заканчиваю другим цветом, который ввожу. Мы присоединили белую нить, вот, но нить, цвет тела мы не отрезаем, потом дальше будем вязать голову. Чтобы потом не присоединяться, мы ее оставим. Вяжем дальше белой нитью 16 ряд. Вяжем 24 столбика и убавка. Повторим 2 раза. Я белую ниточку, кончик буду прятать по ходу вязания. Вот. Вяжем, значит, 24 столбика и убавка. 2 раза. В 16 ряду у нас получилось 50, осталось столбиков. 17 ряд вяжем без изменений 50 столбиков. Далее у нас 18 ряд. В 18 ряду мы делаем 8 столбиков и убавка. Повторим это 5 раз. 8 столбиков и убавка. И в ряду у нас останется 45 столбиков. 19 ряд вяжем без изменений 45 столбиков. 20 ряд вяжем 7 столбиков и убавка. Повторяем 5 раз. 7 столбиков и убавка. В ряду останется у нас 40 столбиков. 21 ряд провяжем без изменений 40 столбиков. Итак, это у нас был последний ряд белой ниточкой. Нам надо будет ее отрезать. Для начала мы присоединим серую ниточку, как обычно я делаю, в конце. Последний столбик не довязывая до конца, я присоединяю серый цвет и отрезаю белую ниточку. На этом этапе мы пока отложим вязать.
Сейчас мы будем вязать платье. Для чего мы это делаем? Потому что потом мы платьюшко не сможем одеть. Нам надо связать платье, наполнить синтепоном тело, одеть платье и дальше вязать голову. Вот. Для этого мы сначала это все отложим в сторону. Вяжем платье. Платье будем вязать той же пряжей, что и вязали кеды. То есть розовым цветом. Но для начала нам надо, скорее всего, связать сначала крылья, потому что мы будем пришивать крылья, а после этого будем одевать платье, делать пройму, исходя из того, где у нас будут расположены как крылья. В общем, сначала мы вяжем крылья, затем вяжем платье по такой чередности. Берем розовый цвет сначала. У нас крылышко будет состоять из двух цветов. Сначала берем розовый цвет. Вернее, не розовый цвет. У нас цвет тела ж, правильно. Берем цвет тела сначала. Розовый это у нас платьишко будет. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков. Крылышко будем вязать снизу вверх. Поэтому берем сначала цвет тела. Итак, 6 столбиков в кольцо. Второй ряд мы провяжем без изменений 6 столбиков. Можно сразу взять маркер и вяжем второй ряд 6 столбиков без изменений. Третий ряд. В третьем ряду у нас будет столбик и прибавка повторится 3 раза. И в ряду у нас будет 9 столбиков. Так, вяжем столбик и прибавка. Столбик и прибавка. 3 раза. Провязали 9 рядов, получилось 9 столбиков. Дальше. Четвертый ряд, 9 столбиков без изменений вяжем. Вяжем 9 столбиков без изменений в четвертом ряду. Дальше. Пятый ряд. Вяжем 2 столбика и прибавка. Повторяем 3 раза. Получаем 12 столбиков в ряду. Далее у нас шестой ряд. 3 столбика и прибавка. Повторяем тоже 3 раза. И в ряду у нас 15 столбиков. 3 столбика и прибавка. 3 столбиков и прибавка. Теперь с 7 по 14 ряд мы вяжем без изменений 15 столбиков. С 7 по 14 ряд. Провязали мы 14 ряд. Сейчас будем добавлять белую ниточку. Серую отрезать. Я не довязываю последний столбик. Сразу присоединяемся белой ниточкой. И ею заканчиваем. Отрезаем серый цвет. Он нам не нужен. И вяжем дальше уже белой ниточкой. Белой ниточкой мы вяжем без изменений 15 ряд. 15 столбиков по кругу. 16 ряд мы вяжем за заднюю стеночку петли 15 столбиков без изменений. За заднюю стенку петли. Там завязала ниточки, просто у меня первый столбик тугой получился. Кончики связала. В общем, вяжем так вот без изменений по кругу за заднюю стеночку петли. Столбики без накида. Провязали. Теперь 17, 18 и 19 ряд вяжем без изменения 15 столбиков. 20 ряд вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 3 раза. В ряду останется 12 столбиков. 3 и убавка. Повторяем 3 раза до конца. Это первый был раз, еще 2 раза.
21 ряд вяжем без изменений 12 столбиков. Двадцать второй ряд вяжем 2 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. В ряду останется 9 столбиков. 2 столбика и убавка. И убавка. И еще 2 раза. Провязали. Теперь складываем крылышко пополам и свяжем 2 половиночки вместе. Так, внимательно, значит, связываем вместе столбиками без накида. 2, 3, ну и за 1 столбик крайний получится 4. 4 столбика. Оставляем ниточку для сшивания и вяжем второе крылышко аналогично этому. Итак, вяжем так 2 крылышка. Соответственно, мы их не наполняем. Дальше отрезаем ниточку для пришивания. И что делаем дальше? Если у вас есть такая вот пряжа, я вначале забыла о ней упомянуть, вам понадобится для того, чтобы вот тут вот, где мы вязали за задние стеночки петли, мы будем за передние стеночки этот ряд обвяжем просто одним рядом такой вот пушистой пряжей. Если у вас нет такой пряжи, вы просто в каждый столбик провяжите по прибавке, чтобы немножечко просто сделать такую пушистую вид, создать такое вот крылышко. Вот, а я вяжу, так как у меня такая пряжа есть, может быть потоньше, если есть у кого-то вдруг такие пушистые ниточки, то подойдут. Вот, и просто вводим крючок за полупетельку и просто столбики в каждую полупетельку мы провяжем столбики без накида. Вот, соответственно, будем прятать кончик в момент вязания. И вот так вот провяжем до конца ряда. Итак, сделали пушистики. Такие вот получились. Теперь крылышки будем пришивать сбоку. Так вот определите, найдите, отмерьте. Так как у нас здесь 4 столбика, по валам сложите тут тело, да, и 2 столбика туда, 2 столбика сюда. И пришьете к 20 ряду, то есть на ряд ниже. Пришиваем с одной и с другой стороны. Вот смотрите, как пришиваем. Значит, сложила я пополам 2 столбика сюда, 2 столбика сюда. Примерно. Отсчитала, так как у меня 4 столбика на крылышке мы провязали, да? Вот и будем вязать за эти, пришиваться за эти 4 столбика. Беремся за ножки. На ряд ниже опускаемся, верхний ряд не трогаем, 20 ряд. Вот за ножки пришиваемся над 20 рядом. Получается, между 20 и 21 рядом беремся за ножки столбиков. Вот, и пришиваемся за ножки, за столбик. Дальше за ножки опять, вторые ножки. Пришились за 4 столбика. Теперь просто зафиксирую я вот так вот по краям немножечко. Пройдусь один разочек здесь, зацеплю край, чтобы прилегало хорошо. И выведу к этому краю так через следующий, наверное, ножечку захвачу. Так вот. И зацеплю тоже вот здесь вот краешек, ну, чтобы плотненько прилегало крылышко. Вот, и выведу просто туда вовнутрь, пока мы тут не наполнили, чтобы лишних узелков у нас
есть возможность сделать узелок внутри, мы это сделаем. Делаем тут узелочек. Вот. И отрежем нить, и все. Вот и все. Пришили крылышки. Вот, а теперь мы можем отложить опять наше сову, тело пока откладываем в сторонку. Вот теперь мы вяжем платье. Для платьишка берем розовый цвет. Для чего нам надо было делать? Повторюсь, мы сначала пришили крылышки и будем одевать платье, пока не начали вязать голову, чтобы удобно было его одеть, пока оно пустое тело. Потом будет неудобно одевать. Вяжем платье теперь. Берем розовую ниточку и набираем 72 воздушные петли. Набрали. Первый ряд у нас будет такой, значит, пропускаем 8 петель от крючка и вяжем столбик без накида. Отсчитываем 8 петель. Это у нас будет петелечка для пуговицы. Значит, вяжем мы нижнюю часть юбки. Вот, и поэтому там тоже у нас будет в начале петелечка, а потом еще вверху верхняя часть юбочки, когда будет вязаться. Вот, и там тоже будет петля. Теперь далее вяжем до конца столбики без накида. Провязали до конца ряда. Теперь поворотными рядами будем вязать столбики без накида, без изменений. Значит, это у нас первый ряд. Далее у нас будет второй, третий и четвертый ряд. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. В эту же петелечку, с этой же петелечки начинаем вязать. Вяжем так до конца ряда, провязываем последний столбик, не пропустите его. Делайте воздушную петлю подъема, разворачивайтесь и вяжите в обратном направлении. Третий ряд. Итак, 4 ряда у нас должно получиться столбиками без накида. Провязали 4 ряда. Теперь замыкаем в кольцо. В первый столбик соединительным столбиком. Так. Вот. Делаем воздушную петлю подъема и вяжем еще один ряд столбиками без накида по кругу теперь. Провязали до конца ряда и делаем соединительный столбик с воздушной петлей. Следующий ряд у нас 6. Делаем воздушную петлю подъема и теперь вяжем в каждый столбик, мы делаем прибавки. Каждый столбик вяжем по 2 столбика без накида. Вяжем так до конца ряда. Провязали мы этот ряд. Теперь смотрите, если вы хотите сделать платье из 2 цветов, вы можете сейчас присоединить оттенок розового немножко, например. Если хотите вязать одним цветом, то мы продолжаем вязать. На этом этапе можно поменять цвет. Далее вяжем 2 воздушные петли подъема. Теперь будем вязать столбиками с накидом. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 столбиков с накидом. Теперь пропускаем 2 петли. И в следующий делаем накид, пропускаем. Значит, 1, 2 и в третий столбик вяжем такую комбинацию. Вяжем 2 столбика с накидом, 1 воздушная петля и еще 2 столбика в эту же петлю. Провязали.
Теперь делаем накид, пропускаем 1-2 столбика и вяжем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. И опять пропускаем 1-2 столбика и в третью вяжем 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще в этот же столбик 2 столбика с накидом. Пропускаем 1-2 столбика и начиная с третьего вяжем 5 столбиков с накидом. И так мы будем вязать до конца ряда такую вот комбинацию. Так, 4, 5. Вот такой вот рисунок у нас будет получаться. 5 столбиков, затем 2 пропустили петли, и в третий вяжем 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика, 2 петли пропустили, вяжем опять 5 столбиков с накидом. И так повторяем. Вяжем так до конца ряда. В последний столбик у нас должна получиться такая комбинация: 2 столбика, воздушная петля и 2 столбика. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. И аналогичным способом мы вяжем длину юбки такой длины, какой вам надо. Выбирайте длину юбки для себя. Вот как это мы делаем. Значит, делаем 2 воздушные петли подъема, провязали, вяжем 5 столбиков с накидом над 5 столбиками с накидом предыдущего ряда. Внимательно смотрите, чтобы у вас совпало. Провязали. Пропускаем вот эти 2 столбика с накидом. Вот где у нас, да, комбинация. Вот из 4 столбиков, между ними воздушная петля. Пропускаем первых 2 столбика и в воздушную петлю мы вяжем 2 столбика, воздушная петля и еще 2 столбика. Затем делаем накид, пропускаем 2 петли, 2 столбика с накидом, и в следующий столбик, то есть получается над 5 столбиками, мы будем вязать 5 столбиков. Дальше пропускаем 2 столбика и в воздушную петлю мы вяжем 2 столбика, воздушная петля и еще 2 столбика. Вот такой вот рисунок будет получаться. То есть над столбиками с накидом 5 столбиками мы вяжем 5 столбиков, а в рисунок в эту комбинацию мы в воздушную петлю будем вязать 4 столбика, между которыми воздушная петля. То есть 2 столбика провязали с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика. И так вяжем такую вот длину юбки, какая вам нужна. Итак, вот так вот примеряя, вяжем длину. Я связала 7 рядов, начиная с самого первого ряда, где у нас наш рисунок начался. Вот. Провязала я 7 рядов, и я думаю, этого достаточно. Так вот прикладывая юбочку, мы смотрим длину. Вот. Далее ниточку отрезаем. И будем ее прятать. Далее будем вязать вверх. Если вы вязали вот эту часть верхнюю, как я говорила, другим цветом, берете этот цвет, которым вязали. Дальше будете продолжать этим же цветом. Если вяжете одним цветом платье, то берете, соответственно, тот цвет, которым вяжете платье. Теперь нам надо найти, где у нас будут рукава. Они у нас будут находиться. Значит, отсчитываем от самого первого столбика 12 столбиков. Ставим маркер. Здесь у нас будет рукав на расстоянии 9
столбиков, вот отсчитываем 9 столбиков и вкалываем второй маркер. Дальше мы отсчитываем 20 столбиков. Это у нас будет перед. Вкалываем маркер. Затем у нас 9 петелек пропускаем и вкалываем второй маркер. У нас получится, что здесь по краям у нас 12 столбиков. Под мышками у нас будет по 9 столбиков и спереди 20 столбиков. Вот. И вяжем. Присоединяемся. Будем цепляться за воздушную петелечку, так как у нас здесь воздушная петля была. Вот. За другую долечку петли воздушной мы присоединяемся. Вот. Делаем воздушную петлю и вяжем. В этот же столбик делаем столбик без накида. И так вяжем 12 столбиков. Без накида. Это первый был. Это второй. 3. Параллельно прячем ниточку. 4. 5. Провязали мы 12 столбиков без накида. Теперь делаем 15 воздушных петель. 2, 3, 15 воздушных петель. Теперь пропускаем 9 столбиков. И вяжем 20 столбиков. 20 столбиков вяжем без накида. Провязали 20 столбиков. Теперь делаем опять 15 воздушных петель. 5, 6, 7. Пропускаем 9 столбиков. Я просто проверяю. 6, 7, 8, 9. И вяжем оставшиеся 12 столбиков без накида до конца ряда. Дальше вяжем в обратном направлении. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и вяжем столбики без накида до конца ряда, не забывая провязать наши воздушные петли. Дошли до воздушных петель, и в каждую воздушную петлю мы вяжем столбик без накида, 15 столбиков. И в общем так вяжем до конца ряда. Провязали мы до конца. Теперь мы сейчас сформируем еще одну петелечку для пуговицы. Для этого мы делаем 8 воздушных петель, разворачиваем вязание и провяжем еще один ряд столбиками без накида до конца ряда. Закончили вязание, отрезаем ниточку, прячем все наши ниточки и будем вязать рукава. Вот. Спрячем сначала все ниточки, чтобы они нам не мешали. Итак, как мы делаем рукав?
Берем лицевую сторону нашего платья и находим воздушные петли, наши 15 воздушных петель, да, находим первую петлю воздушную, вот, вкалываем, и набираем, делаем соединительный столбик, так вот, привязались, сделали 2 воздушные петли, в эту же петлю воздушную провяжем 1 столбик и еще 1 столбик с накидом. Провязали 2 столбика с накидом, то есть 2 воздушные петли, которые я подъемом провязала, я их не считаю. Воздушная петля и еще 2 столбика с накидом в эту же петлю воздушную, которую мы вяжем. Далее пропускаем 2 воздушные петли и вяжем также. Значит, находим вот раз. Можно даже ориентироваться по столбикам вот этим вот можно ориентироваться. Вот, если трудно будет найти воздушные петельки, раз, два, и в третью провязываем. Два столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. Итак, пропускаем 2 воздушные петли и в третью провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. То есть обвязываем наши воздушные петли. Помните, да, 15, которые были воздушные петли, здесь вот в рукаве, мы их провязываем именно таким вот способом. Пропускаем 2 воздушные петли, в третью провязываем 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда, то есть до проймы, до конца, вот до сюда. То есть нижнюю часть мы не трогаем, верхнюю только рукав. Все, провязали, закончили, нить отрезали. Делаем воздушную петлю соединительную и отрезаем так побольше, чтобы можно было ее хорошо спрятать, чтобы она не вылезла, эта ниточка. И у нас таких вот комбинаций должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6 комбинаций. Делаем то же самое с другим рукавом. Находим воздушную первую петлю и начинаем с ней вязать 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом в одну петлю. Пропускаем 2 петли и также вяжем опять 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом. Вяжем так до конца проймы, до проймы вернее.